Здравствуйте, мои дорогие. Что решил загаданный человек относительно вас и какие будут у него действия? Что он решил относительно вас, какие действия будут? Давайте смотреть. Вы можете загадать четверых, естественно, четверых мужчин. 2, 3 и 4. Так. Что там мужчина себе надумал? Вот. 4 мужчин, да, может быть. Например, вы можете посмотреть на своего бывшего, что он там надумал вообще, может, у него какие-то мыслишки есть насчет вас. Вы можете посмотреть, загадать на любую из этих карт. Вы можете посмотреть на человека, с которым сейчас есть какое-то общение. Вы можете посмотреть даже на начальника, ведь вы можете посмотреть и узнать, что у него там за намерение относительно вас. Дальше вы можете посмотреть на человека, с которым сейчас общаетесь, я говорила, естественно, на человека, которого еще не знаете. Вот. Будет ли такой человек, вы можете тоже выбрать карту. Какие намерения у этого человека, если брать линейное время, будут. Так, смотрим намерения относительно вас и как будет действовать. Ой, тут дьявол идет. Этот человек реально задумал что-то такое дьявольское. Что тут ты такое задумал? Вы ему подходите как женщина с пентаклем, как женщина, у которой есть какая-то ценность. Но дьявол, он, конечно, готов на все. Даже не маг, дьявол. Это беспринципность по всем статьям. Это любое, и пойдет на любой человек, чтобы получить то, что хочет. У вас в руках есть то, что он хочет. Говорит, большущие перспективы, если он овладеет этим. К вам он какие чувства имеет? Давайте заодно посмотрим. Так, чувства отшельник не имеет. Этот человек не про чувства. Намерения дьявольские. Тут дьявол все сказал. Тут надо от него подальше держаться. Говорит, все устаканится. Ведет себя как ангел. Дьявол в ангельском обличье. Перекрашенный дьявол. И крылья прицепил, да? Ой, будьте осторожны с этим человеком. В общем, что-то здесь не то. Что-то здесь не то. Что-то ценное есть у вас. То, что он хочет получить. Все. Намерения вот такие. Я хочу посмотреть, вреден ли этот человек для вас, опасен ли для вас. Так? Такой он сметает все на своем пути. Вреден ли... Слушайте, так, смотрите, мне тут информация шла, послушайте людей, которые вам говорят. Вот, они что-то явно говорят и что-то видят больше, чем вы, вот в этой ситуации. Возможно, это, люди какие-то, да, которые с вами общаются, например. Вот как-то они видят больше. Я бы так никогда не сказала, но бывает такое, да, что мы, женщина, допустим, она в какой-то больной любовью любит человека, и все. И он понимает, что, ты, красотка, привязалась, теперь тебе некуда деться. А у нее-то что-то ценное есть, понимаете? Вот тут осторожнее, девочки. Этот, если будет вот так вот ехать, как воин на лошадях, он не посмотрит, что там вы под ногами, он не посмотрит, что вы слетели с этой лошади. В общем, тут что-то такое неприятно совсем, опасное. Что этот человек надумал относительно вас? Но он активно идет в бой, да, активно действует. Будет что-то предлагать? Нет, что-то брать. Он будет вызывать вас на активность. И я еще так скажу, винить вас будет в том, что вы... В том, в чем сам виноват. Угу.
Ну, от дьявола так фонит по всем картам, понимаете, очень сильно. Он может вот выжить до конца. До конца может выжить. Так, тут осторожнее, девочки. Что вам быть? Вот как вам быть с этим человеком? Им владеет дьявол сейчас, понимаете? Как вам быть с этим человеком? Ага, кто-то может влиять на него очень сильно. Может влиять, например, если вы супруга, можете влиять, ну, если так вдруг. Или вы хотите с ним быть. Как поступить относительно него? И здесь 8 мечевая. Заблокируйте то, что вы прочувствовали, что это ценно, что эту ценность он хочет забрать. Вот заблокируйте это для него. И не отдавайте. Ну, в общем, вы знаете, что это за ценность. Ну, это что-то важное для вас. Так, ну тут больше нечего сказать. Здесь вот такая история. Так, смотрим 2. Намерение, да, как будет действовать. А он еще, видите, как? Какие намерения? Этот человек без намерений в данный момент. Намерение сейчас оставаться так, как есть, и подождать, кто намерение проявит относительно него. Вот. Если здесь вы любовную тему загадали, скорее всего, то здесь мужчина между 2 дам, либо между вами еще чем-то. Ну, может быть, не кем-то, а чем-то, да, когда приходится стоять вот и между тем, что вам не нравится, тем, что вам не угодно, и вами. Да? Вот он находится посередине и, по сути, выбор не делает. Надо делать, но он не делает этот выбор. Так. Как будет действовать в вашу сторону? Ну, он уповает на судьбу. Тут как получится, например, боже. Он вообще, боже, девочки, тут тоже интересно так. Остается карта. Здесь что интересно, например, не берет на себя ответственности. Если вдруг как кто-то забеременеет из женщин, ну, вот так получилось, а ему вот так получилось. Понимаете как? Или, ну, короче, человек, который не берет ответственность на себя. Такой себе альфонс. Альфа-самец. Один очень прекрасный человек сказал, кстати, он украинец, сказал, что чем быть альфа-самцом, лучше быть альфа-отцом. Альфа-семьянином, вот так. А смотрите, когда вы уйдете от этого человека, здесь будет коронация. Я вот не знаю, то ли он вас выбирает, и у вас счастье навсегда выбирает. Но тут надо эти отношения убрать. Они изжили себя. Вот именно такой сценарий он себя изжил. То ли приходит новый человек, но вы счастливы. Вы выбираете, вот тут как коронуете кого-то. И здесь рекомендация 8 мечей. Ну, прям как тут. Останови этот беспредел. Не давай то, что человек берет и взамен ничего толком не дает. Так, ну, в общем, такая информация идет. Девочки, уж как есть. Блин. Так, 3. Господи. Что у нас тут 3? Ой, намерение проявиться с любовью. Он уже и коня оседлал, и уже едет к вам. Этот проявляться будет, и у него прям сердце наполнено чувствами к вам. Ну вот видите как.
Бывает. Давайте посмотрим же, можно же посмотреть еще глубже, что там намерение относительно вас. Вот он такой чувственный, летит к вам. Намерение. Король кубков. Смотрите, это влюбленный. Намерение любви о вас. Хорошо. И как будет действовать? Будет ли шестерочка? Думает над тем, как преодолеть расстояние между вами. Вот, пожалуйста, получите. Это вот хороший пример. И он это сделает. Вот так. Загадали третий вариант. Вот так вот. Человек, который с любовью мчит к вам, уже машину помыл и идет к вам. Едет к вам. А плюс еще несет какой-то, как трофей, в знак того, что он победу одержал над чем-то. Намерение этого человека относительно вас. Прекрасное, солнечное намерение. Он вообще прозрачен, как кристалл. Еще и отливы у него такие, знаете, красивые. Здесь хороший, благородный человек, я так вижу, да? Покажите мне его. Ой, что-то у него ничего нет с собой. Хороший, благородный и без ничего. Смотрите, тут любит, прибежит, а вы уже решайте. Все, что могу сказать. Ой, смотрите, мне тут подсказывает карта, что вы не рассмотрите ценности этого человека. Вот. Его бы интересно рассмотреть. Какое-то время маленькое, дайте себе 7 периодов, но только не 7 лет. 7 максимум, 7 недель. Вот, чтобы рассмотреть этого человека. Да иногда и за 7 дней, понятно. Он может больше. Он может больше. Чем вы увидите изначально, это, конечно, совсем другое. Вот, интересно тут. Интересно. Хорошо, 4. Что тут у нас? Ой, намерения такие. Он понимает, что вы его любите, как-то жалко ему, но он куда-то двигается, видите? С каким-то таким, очень плохое слово идет, чувством, так, скажу, как идет, с каким-то таким говнистым чувством, когда вот, знаете, он не может прямо в лицо сказать, а вот идет и понимает, что он трус, что не может в лицо вам сказать какую-то правду, может быть, про то, как отношения у него поменялись к вам. Вообще что-то тут идет такое. Кармический момент. Будет все вскрываться, мои дорогие. Но, как интересно вскрывается. Человек в итоге понимает, что семья – это все на свете. Что-то так будет происходить. Все скелеты повалятся из шкафов, и у него начнется движение. Да. Намерение. Он будет защищать эту семью. Угу. Здесь меняется так интересно все. После вот этого перерождения какого-то просто что-то такое случится, тут какая-то стрессовая ситуация может быть у человека. Или же такой непродолжительный период, который покажет ему, что реально семья – это ценность. Вот. Или же семья, или же вот вы рядышком. Это ценность. Он будет защищать эту позицию, будет очень активным. Вот так. Он сам себя ненавидит за то, что сейчас вот как-то так делает непонятно что. Что ты делаешь? Нет, будет по-другому. Тут не говорится, что будет меняться. Тут просто показано, что перерождение идет. Он будет отстаивать теперь ценности совсем другие, чем проповедовал буквально недавно. Ценности семьи, ценности того, что вот вместе, любовь, вы. Вы для него вообще, знаете, как учитель какой-то по жизни. Вот, вы в чем-то
станете как на голову выше. Вы мудрец для него. Он это поймет в каком-то стрессовом периоде своей жизни, либо в какой-то стрессовой ситуации, стрессовой для него ситуации. Когда вот нужно очень быстро действовать, когда нужно очень быстро реагировать на что-то, на какие-то события. Так, вам совет здесь. Так, совет такой интересный. Вспомните, как вы познакомились с этим человеком. Вот. Все было там хорошо и красиво. Он был активным, он таким и остался. А тут, знаете, когда любовь могла угаснуть, и из-за того, что люди очень давно, например, могло быть такое. А если вы недавно познакомились? Тут кто-то вам, видите, за спиной, либо вам, либо ему постоянно что-то шептал, что вот надо так, надо так. А тут вы станете понимать, что нужно только вдвоем. Закрывать от других свое счастье. Вы разберетесь, тут будет разговор какой-то, когда нужно будет женщине проявить все свои качества, ораторские и не ораторские, да, какие-то вербальные, невербальные. Да, здесь именно давление без давления, здесь женская мудрость, сила. Вы победите просто медведя, который потерялся, понимаете как, и что-то там начинает уже не то делать. Угу. Тут заново будут любовные чувства такие. Слушайте, вот я так говорю, и мне кажется, что это прям супружеская пара, да, и у них вот такое вот происходит. А давайте посмотрим, если вот люди, недавно познакомились и не являются супругами, что тут вообще такое? Все равно будет, смотрите, как чистилище какое-то. Здесь восторжествует некая справедливость, а по большей части люди женятся, вот. То есть тут будет какой-то такой период, опять же, стрессовый у человека, который поймет, что нет, вы самая лучшая, вы всегда права, вы на высоте. А он вот без вас это просто слепец какой-то, который движется по жизни. Он не сможет без вас. Здесь, конечно, руководитель отношений женщина. Как повернется, так и будет. Как скажет, и она только говорит, может, например, хвалить его за то, что вот он такой мужчина, такой классный. И он понимает, что она главная. Вот такая здесь парочка может быть, либо уже есть. Так, мои дорогие, вот как вам сегодня вот такие вот мужчины вышли? Благодарю вас, мои хорошие. Спасибо вам за присутствие, энергетику классную, за лайки, за то, что пишете в комментариях прекрасные слова мне, за то, что делитесь информацией о том, как у вас все в жизни меняется. Это просто прекрасно, я этому очень благодарна. Приглашаю вас на мои другие каналы. Есть украиномовный канал. Там замечательно, тепло и классно, и очень сильне ворожіння. Так що запрошую. Дуже дякую. Также хочу сказать спасибо, кто финансово помогает моей работе. Пускай вам в разы больше Вселенная дает. Всего доброго. Пока-пока, мои дорогие.